Здорово, черт. Знаешь ли ты, что такое японские кроссворды? Нанограммы, пикрос. Сейчас узнаешь. А если уже знаешь, то тогда послушай еще разок. Ведь, как говорится, повторение – мать твою. Японский кроссворд или нанограмма – это разновидность кроссвордов, в которых зашифрованы изображения, а не слова, как в обычном кроссворде. Создателями японского кроссворда считают двух человек – Нон Исида и Тецуя Нисио. Нон Исида – иллюстратор и графический редактор, утверждавшая, что еще в 1970 году в результате ее научной работы родились нанограммы, однако именно 1987 год принято считать годом создания японских кроссвордов. 1987 год. Япония. В Токио проходит конкурс под названием Windows Art. Чтобы победить, участникам этого конкурса необходимо было создать рисунок на небоскребе при помощи окон, включая или выключая свет в комнатах. В тот же день, ближе к ночи, конкурс был завершен, а Исида заняла первое место. Воодушевленная данной победой, она решает опубликовать 3 головоломки под названием Windows Art Puzzles в одном из японских изданий. Однако в то же самое время еще один автор, Тецуя Нисио, публикует в другом издании головоломки под названием «Рисование по числам». К сожалению, кто был первым, узнать уже удастся вряд ли. Однако своим именем японские кроссворды, или как их еще принято называть нанограммы, однозначно обязаны Исиде. Как и все головоломки, японские кроссворды не могли не перебраться со страниц газет в цифровой формат. Посильную помощь в данном вопросе оказала японская компания Юпитер, основанная 11 июня 1992 года в Киото, которая, между прочим, являлась монополистом в данном жанре более 25 лет. Я получил среднеспециальное образование по профессии техник, но в свои 25 лет я не умел ничего делать, кроме как играть в игры и бухать. Именно тогда ко мне пришло осознание того, что мне явно не светит финансовый успех с такими знаниями, и я подумал и решил стать программистом. В тот период я очень много играл в Nintendo DS, в частности в Picross DS от Юпитер. Также меня всегда привлекала идея стать разработчиком игр и быть частью игровой индустрии. Я решил, что смогу сказать себе «да, я стал программистом» лишь тогда, когда создам собственный японский кроссворд. И вот, 6 лет спустя, приблизительно месяц назад, я совершенно случайно узнал о том, что нанограммы были придуманы в год моего рождения, 1987. Тогда я и осознал, пришло время выполнить давно поставленную цель. Я занимался разработкой своей игры в свободное от основной работы время, и мне потребовался приблизительно месяц для того, чтобы закончить ее. Теперь я могу называть себя разработчиком игр. Перед тем, как я занялся разработкой игры, я изучил конкурентов, и то, что я обнаружил, лишь подстегнуло мой энтузиазм. Давайте посмотрим, может сейчас, месяц спустя, ситуация как-нибудь изменилась. Итак, вот что нам предлагает Google, когда мы хотим поиграть в Picross Online. Начнем с первого сайта. puzzlenonograms.com. Типичный представитель газетного стиля. Ничего особенного. Выглядит скучно, неинтересно. Следующий. hanjistar.com. Ужасный дизайн. Просто мрак. Не знаю, как вас, но меня подобное отпугивает моментально. Оранжевая вырвиглазная шляпа. Пошла нахер. Следующий. crazygame.com. О, все понятно. Включите флеш и играйте. Нет уж, спасибо, обойдусь без этих отсталых технологий. Далее. mindgames.com. И тут хотят флеш. Ужас. Итак, последний в списке. nonograms.org. Перспективный представитель, по крайней мере на заглавной странице. А нет, это все та же газета. Представьте, вы бродите по просторам интернета в поисках чего-либо интересного, чтобы скоротать свое время. Находите незнакомую вам игру. Вы не знаете, как в нее играть, но вам очень интересно. И читать правила совсем не хочется, слишком долго. Итак, разберусь, наивно говорите вы про себя. Открываете игру
и получаете в глаз отсутствием юзер-френдли интерфейса, отвратительными шрифтами и непонятным геймплеем, который как будто специально сует палки в колеса. Вы закроете эту игру и никогда больше не захотите в нее играть. А ведь разгадывать японские кроссворды на самом деле очень интересно. Так чем же моя игра отличается от показанных ранее? Красивая, юзер-френдли обертка с нативно понятным интерфейсом. Интерактивное обучение, в котором игроку оппонирует компьютер, после чего вам предложат решить пазл самостоятельно. Совершенные вами действия в игре приведут к однозначно понятному результату. Открыл неверную, не угадал, получил дополнительное время. Открыл верную клетку, угадал, получил комбо +1. Решая пазлы, вы сможете открыть новые, если, конечно, уложитесь во временной интервал, который зависит от размера выбранного пазла. Лидерборд, в котором вы можете показать все свои достижения. Ваша позиция будет зависеть не только от количества времени, потраченного на решение пазлов, но и от общего количества решенных. Все это, а также еще 315 пазлов ждут вас в Picross.io. Играйте, комментируйте, ищите баги, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик и делитесь видео с друзьями. Спасибо. И с наступающим!